Йоу, красное чудо на связи. До баннера осталось еще чуть-чуть, и думаю, пора рассказать, как его называют, трагодия, трагедия или даже трагоида. Ладно, поговорим о мини-предыстории, талантах, навыках и его актуальности. Начну сначала. Предысторией имени нашего Альтер-фантома является предыдущий трагодия, которого он и занял его титул. Перейдем к чару, начиная со статов. У Трагодии самые лучшие статы в своем подклассе. Сам же чар саппорт-ритуалист, коих теперь будет 5, суть которых в нанесении стихийного урона. У Трагодии в свою очередь нервоз, при настаке которого происходит взрыв, наносящий 6000 стихийного урона и накладывающий 3 стака паралича. Когда срабатывает паралич, моб уходит на подстан. Сама стихийка имеет перезарядку в 10 секунд между повторным настакиванием. Перейдем к талантам. Первый талант. Атака накладывает на цель эффект нервоз, равный 30% от силы атаки цели, а на окружающих врагов 20%. Очень полезно и помогает настакивать элементалку сплэшем на остальных мобах. Второй талант. Все враги под действием нервозного взрыва получают минус 12 к скорости атаки и накладывают 70 единиц нервоза. Также полезный талант еще и эффективен против быстро атакующих врагов. Модуль бафает второй талант, добавляя минус 8 к скорости атаки и 20 единиц нервоза. Сам модуль дает 200 хп и 42 атаки, добавляя нам чуть-чуть сустейна, ну и урона. Также модуль добавляет новый трейд. Стихийный урон, наносимый элитным врагам и лидерам, увеличивается на 18%. Скиллы у Трагоида охуенно юзаются в обычных стейджах и в роге. Начнем сначала. Первый скилл. Следующая атака наносит 2 удара, наносящих артс урон, равный 150% от силы атаки, и накладывает на врага сковывание на 3 секунды. На скованных этой способностью нервоз действует в 1,8 раз сильнее. Приоритет на цель, не находящийся под действием взрыва эффекта. Охуенный скилл для контроля уже с нулевой, и в роге и под разгоном скорость атаки смотрится приятно. Второй скилл. Скорость атаки плюс 35, зона действия первого таланта увеличивается, и теперь можно призвать котейку. При призыве она заставляет до 4 врагов, приоритетной элиток и лидеров, в зоне идти прямо к ней. Первый враг, добравшийся до кошки, заставляет ее уйти в быстрый редеплой, накладывая за медло и нанося арс урон, равный 150% от силы атаки, а также 25% от силы атаки в виде нервоза каждые 0,5 секунд в области действия в течение 6 секунд. Не могу не подметить, что кошка работает и на дронов. Третий скилл. Дальность атаки увеличивается, сила атаки плюс 125%, приоритет у врагов не под действием взрыва эффекта. Враги, атакованные Трагодией во время действия навыка, будут получать нервоз, равный 10% от силы атаки Трагодии, каждую секунду до его окончания. У врагов период элементального отката увеличивается на 50%, и при срабатывании взрыва нервоза призывается так называемая клетка хаоса. Скилл помогает сдержать врагов, и учитывая, что у нас есть стаки так называемого подстана, враг может даже не ударить клетку. Вот такое вот, увы. Ну, база это база, и при макс-каче дает плюс 35% к производству опыта на фабрике. Ну и каждый час будет уменьшаться трата вашей так называемой морали на минус 0,25. После прайм-коляски выбивать Трагоиду самое то, но вообще чар имба играет со всех скиллов, вы вот крутить или не крутить делаете сами. Всем спасибо за просмотр, пока вы уже пишете мне комментарии, приглашаю в свою телегу, где можете позадавать вопросики, ну если где-то ошибся, а я в этом уверен, то напишите в комах, чтобы посчитал хоть в чем промах и в дальнейшем контенте старался допускать меньше оплошностей. Вы думал, что вставить смешного? Ловите. Так, мне скинули видос с тем кодом, я смотрю, тут уже Чачин, Акаюв. Давайте посмотрим, что он там сказал в моем видосе. Скилл в аннигиляциях и обычных стейджах. Буква С. Краун Slayer, она же Какое же это говно. Блять. Ну ладно. А Люду-то за что? А Люду за что?